пришел. Ты уже пришел. Ты не будешь мешать? Нет, ты сегодня молодец. Добрый день, друзья. Ну вот и пришло то время, когда мы будем с вами пересаживать орхидеи, полученные в размере 2,5 из Краснодара. То есть это посылки. Орхидеи из посылок. Все контакты этого продавца и ссылки на соцсети я оставлю. Это одна из первых полученных орхидей. Ее название. В прошлом видео, когда я рассказывала об этих 4 орхидеях, о первых 4 орхидеях, я показывала вам все корни и пообещала, что именно эта орхидея будет пересажена первая. Но она и должна быть первой. Она самая крупная. У нее самые толстые корни, здоровые, растущие. Поэтому пора ее пересадить. А прошло всего 2,5 месяца. Я никогда не делаю сразу пересадок после получения этих орхидей. А в каком состоянии я их получила, вы можете посмотреть, открыв ссылку, которая находится сейчас в правом верхнем углу экрана. Это как раз распаковка посылки. Давайте приступим к пересадке. Простояв 2,5 месяца в таком горшочке, корни, вот видите, на корнях растут ризоиды. Часто мне пишут и спрашивают, у меня на корнях орхидеи, которые растут в мху, появилась плесень. Это не плесень, это ризоиды. Это такие маленькие ворсинки, которыми крепится орхидея к любой поверхности. Я как-то очень подробно рассказывала об этих ризоидах, и ссылку тоже оставлю в правом верхнем углу экрана на это видео. Так что вот этими ворсиночками она явно приросла к горшочку, и сейчас мы ее оттуда достать не можем. Наливаю в какую-то емкость, вот у меня такая есть прозрачная емкость, теплую воду. Вода должна быть 28-32 градуса. Можно налить горшочек, можно налить просто в саму емкость. И дать постоять орхидеи минут 5. После этого мы с легкостью отделим корни от пластикового стакана. Прошло 5 минут, и давайте попробуем извлечь орхидею из горшка. Ну вот видите, как все легко получается. Теперь аккуратно уберем весь мох. Кстати, посмотрим, какие же корни выросли в самом мху. Корней очень много, процесс будет долгий. До внутреннего стакана добраться сложно, но делать это нужно аккуратно, чтобы не сломать вот эти новые растущие корни. Я сняла почти весь мох. Если возможно, сейчас будет рассмотреть, внутри мохового стакана гнилых корней нет совсем. Все молодые корни, только некоторые из них белые. Белые не потому, что росли в темноте. Но мох я убираю весь. Я никогда не делаю посадки с мхом. И сейчас я пойду промою корни орхидеи под струей воды. Как я это делаю,
я несколько раз показывала. И одну ссылку я оставлю в правом верхнем углу экрана, потому что на кухне сложно снимать, но есть у меня такие видео, поэтому посмотрите, как я это делаю. Мох повторно я не использую. Корни освобождены от почти всего мха. Но если где-то к корешкам прилипли и сложно убрать какие-то небольшие кусочки мха, убирать их не нужно. Для меня самое главное – убрать весь мох от шеи. Сейчас, наверное, лучше видно ризоиды, которые растут на корнях орхидеи. Вот они, видите, колечки, кольцами растет. А бывает еще, что прямо около самого кончика есть такие ризоиды. Не волнуйтесь, это не плесень, и не нужно разбирать в этот момент орхидею. Нашла всего один гнилой тяж, который обрежу. И внутри есть черненькое основание. Вот его я тоже обрежу. Ой, до живого. Да даже до живого тут не придется дорезать. Вот сколько возможно, столько я его и обрежу. Совсем маленький кусочек. Как же без тебя? Красивые корни. Еще один вопрос. А нужно ли убирать начинающие желтеть фласочные листья? Вот этот убрать нужно. Смотрите, сверху начали подрастать и прорастать корни от шеи. И этот листик просто будет им мешать. Разрываем на две части лист и разводим в разные стороны. Так, чтобы видно было. В разные стороны, и он хорошо снимается. Он молодой, очень нежный. Если вдруг что-то осталось, какой-то кусочек, а у меня ничего и не осталось, то можно убрать пинцетом. Но под ним появился, по-моему, кусочек мха виден. Вот его мы сейчас и уберем. Совсем маленький. Как же посадить такую орхидею? Зрители моего канала, постоянные зрители моего канала, знают, что я использую неорганические грунты. Да, если вы сажаете в кору, прекрасно, сажайте ее в кору. Никаких противопоказаний нет. Конечно, можно посадить в кору, но я использую керамзит, и орхидея находилась в мху. Грунт влагоемкий. Ее нельзя сразу пересадить в керамзит, потому что орхидея обязательно испытает стресс. Очень влагоемкий грунт и очень сухой грунт. Нужно ей сейчас предложить в моих условиях что-то среднее между сухим грунтом и влагоемким. Таким вторым компонентом моего грунта является циафлора. Циафлора содержит в себе очень много питательных веществ. Табличка, в которой написано и микроэлементы, и макроэлементы. И она более влагоемкая. Я использую циафлору для луковичных растений. Я не вижу разницы между циафлорой для луковичных растений и для орхидей. Просто для орхидей она дороже. Но с большим успехом я использую именно такую циафлору. Перед посадкой циафлору я промываю. У меня есть промытая циафлора. Горшок взяла 1,6
литра. Потому что орхидея будет крупная. Корни тоже достаточно объемные. Мы стараемся всегда подобрать горшок по размеру корней. Но здесь это почти исключение. Давайте примерим. Вот смотрите, хорошо помещаются все корни в горшок. Даже вот эти можно будет вот так аккуратно опустить в горшочек. И вот таким образом, поставив орхидею по центру горшка, насыпать грунт. Керамзит у меня промытый и влажный. Кстати, в этот раз даже очень мелкий. Мельче, чем обычно. Когда у орхидеи мало корней, например, это реанимашка, я часто советую своим подписчикам насыпать циафлору только поверху, чтобы циафлора касалась корней. Но здесь корней достаточное количество, и они будут и внизу, и вверху. Поэтому циафлору я буду насыпать слоями. Но это не значит, что я циафлоры насыплю очень много. Нет, буквально слой керамзита и всего 1 ложку столовую с горкой циафлоры. Циафлора более тяжелая, а когда намокает, совсем становится тяжелой. Поэтому она все равно будет опускаться вниз. В керамзите так получается. Керамзит тоже неплотно прилегает друг к другу. Есть воздушные карманы. И циафлора обязательно будет проникать в эти воздушные карманы. Но мы стараемся ее насыпать так, чтобы она была ближе к корням. Тогда она будет отдавать вот эти макро- и микроэлементы корешкам. Но отдавать она будет их только при поливе. И тогда, когда она остается в горшке влажная. Смотрим, что у нас получается. Отлично получается. Еще 1 ложку циафлоры. И немного керамзита. При посадке старайтесь основание орхидеи не заглублять в грунт, причем в любой, потому что основание должно проветриваться, дабы избежать загнивания. Вот так, нехитрая посадка. Поливать буду абсолютно точно так же, как все свои орхидеи. Наливать в двойной горшок воды на 2 пальчика ниже грунта. Сейчас посмотрим, видно нам корни? Да,
есть видимые корни и держать в воде орхидею столько, чтобы все видимые корни стали зеленые. Нам нужно добиться того, чтобы корни наполнились водой. А это может занять даже час, а может быть и больше. Иногда у меня очень сухие орхидеи, когда я по каким-то причинам их не поливаю 3 недели, они у меня стоят в воде по 1,5 часа. Я потом воду сливаю и наблюдаю за корнями. Как просохли, тогда поливаю. Еще один вопрос. А нужно ли поливать орхидею удобрением, когда есть в посадке циафлора? Ведь она содержит очень много микро- и макроэлементов. Нужно. И производитель циафлоры и Серамиса об этом даже указывают на своих сайтах. Потому что это все-таки камешки. Они природные или составлены из природных камней, специально сделаны для таких посадок. Но все равно они медленно и очень дозированно, очень понемногу отдают вот эти макроэлементы. Этого может оказаться мало. Поэтому мы продолжаем удобрять орхидеи точно так же, как мы делаем это всегда. Чередуем поливы. Один полив чистой водой, другой с удобрением. Понаблюдаем дальше за этой орхидеей. И если вам это интересно, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и я обязательно покажу цветение этой орхидеи. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.